Биткоин сейчас выше 40 тысяч долларов, а эфир выше 3. Мы ликвидировали всех шортистов, мы точно летим на Луну. Подожди. Давай разберемся, почему он начал расти. Что за этим стоит? И возможно это вообще ложный пробой, и мы сейчас полетим вниз. Ты на канале про крипто, начинаем. Аналитики предполагают 3 варианта разворота первых криптовалют. Индекс NASDAQ вырос более чем на 2%. Биткоин в последнее время тесно связан с индексами NASDAQ и Dow Jones на фондовом рынке. По словам китайского криптовалютного журналиста и блогера Калиана Ву, недавно NASDAQ продемонстрировал 2% рост, что, вероятно, способствовало росту биткоина выше 41 400 долларов. Поставщик сетевых данных Sentiment также упомянул рост рынка акций как причину роста цены на биткоин. Когда в пятницу цена начала расти, позитивное настроение криптотрейдеров по сравнению с негативными выросли до самого высокого уровня с конца октября 2021 года. Рост биткоинов обусловлен спотовым рынком. Ву также написал в Твиттере, что хотя биткоин и эфириум продемонстрировали рост на 12% и 6% за последние 24 часа соответственно, другие криптовалюты не выросли больше. Однако CoinMarketCap показывает, что некоторые альткоины выросли. Например, Near Protocol 15,5%, Decentraland Mana на 13,2%, Leo на 22,66%, Sand на 17,67%. Тем не менее, Ву говорит, что вероятным драйвером роста цен на биткоин и эфириум был спотовый рынок, а не рынок криптодеривативов. Он поделился данными о том, что за последние 24 часа объем ликвидации фьючерсов на биткоин составил всего 100 миллионов долларов. При этом было ликвидировано шортов на 90 миллионов. А это означает, что рынок деривативов был относительно холодным. Известный биткоин-скептик, соучредитель Schiff Gold, любитель золота Питер Шиф прокомментировал скачок цены биткоина выше 41 тысячи долларов, протроллив сторонников биткоина. Он написал в своем твиттер, что это может быть последний шанс купить ведущую валюту на сумму выше 40 тысяч долларов. Ранее он заявлял в твиттере, что ожидает, что биткоин упадет ниже 30 тысяч долларов, а затем столкнется с внезапным крахом, который поднимет биткоин до минимума в 10 тысяч долларов. Однако его сын Спенсер является биткоинером, несмотря на многочисленные попытки Шифа-старшего превратить его в золото. Шиф-младший написал в Твиттер, что купил больше биткоинов, когда цена выросла. После худшего начала года для биткоина, после криптозимы 2018 года, флагманская цифровая криптовалюта демонстрирует признаки возрождения. Примечательно, что цена на ведущие цифровые активы увеличилась с 33 тысяч долларов в конце января до более чем 41 тысячи по состоянию на сегодня. Поскольку некоторые аналитики предсказывали, что некоторые рыночные индикаторы демонстрируют признаки разворота вверх, а исторические данные также прогнозируют превышающую доходность 40 тысяч долларов США. А что там сейчас по ликвидациям шортистов? За предыдущие 24 часа с рынка было ликвидировано 72 700 трейдеров, что означает общую ликвидацию на 270 миллионов долларов США по всем криптовалютам в соответствии с ликвидацией всех бирж и валют на CoinGlass в режиме реального времени. В частности, наибольшее количество ликвидаций пришло на биткоине на 106 миллионов долларов США, в то время как эфириум был вторым с общим объемом ликвидации на почти 70 миллионов долларов. В настоящее время биткоин торгуется на уровне 41 400 долларов, то на 9,53% больше, чем за предыдущие 7 дней. Тем не менее, несмотря на улучшение настроений, известный аналитик по торговле криптовалютой Майкл Ван де Поль предупредил трейдеров о медвежьей ловушке, отметив количество коротких позиций, ликвидированных в преддверии выходных, а также количество людей, жаждущих прорыва нисходящего тренда на биткоине. Согласно статистике CoinMarketCap, общая рыночная капитализация всех криптовалют составляет 1,9 триллионов долларов, что на 7,7% больше предыдущего дня. Общий объем рынка криптовалют за предыдущие сутки вырос на 36% до 94 миллионов долларов. Между тем, весь объем DeFi составляет 13,28 миллиардов долларов, что составляет 14% от 24-часового объема на рынке криптовалют. Тогда как общий объем всех стейблкоинов в настоящее время составляет 77 миллиардов долларов, что представляет собой увеличение на 82%. А сейчас давайте посмотрим, что же нам сейчас показывает график. Мы с вами сейчас видим широкий блок сопротивления на 42 тысячах. При этом, если растянуть здесь профиль объемов, мы увидим еще и высокие объемы в этом месте, что говорит о возможности входа в шорт
при приближении к 42 тысячам долларов. Но здесь нужно входить обязательно по сетапу и установить стоп. Как я и говорил в предыдущих видео, хорошая точка в лонг будет только на ретесте пробитого блока 39 500, 38 300. При этом перспектива данной точки входа в лонг это 50 тысяч долларов. Здесь мы обязательно устанавливаем стоп за нижнюю часть блока. Но при этом есть и варианты обновления лоя. За это говорят некоторые варианты волн Эллиота, которые говорят, что мы сейчас находимся только в 4-й волне снижения. При этом, если растянуть расширение Фибоначчи от этой точки до этой, мы с вами отчетливо увидим, что мы здесь находимся в зоне соответствия 1 к 1 волны А к волне С. Это говорит о том, что у нас после этого движения может начаться дальнейшее пятиволновое движение вниз. Поэтому в этом месте обязательно нужно работать со стопом. Ну что, как ты думаешь, мы летим на Луну? Поделись, пожалуйста, этим в комментариях. Ты был на канале про крипто. Пока!